Ты можешь годами обслуживать BMW, менять масло, ставить дорогие запчасти, покупать новый аккумулятор и при этом медленно убивать свою машину, даже не подозревая об этом. Самое опасное, многие ошибки владельцы считают нормой. Именно из-за них появляются странные ошибки, умирают блоки, садится аккумулятор, начинаются проблемы с коробкой, электроникой и запуском двигателя. В этом видео я покажу 7 самых распространенных ошибок владельцев BMW, которые постепенно превращают исправную машину в источник постоянных проблем и дорогого ремонта. Некоторые из этих ошибок совершают даже опытные владельцы BMW каждый день, и одна из них может быть у тебя прямо сейчас. Сейчас автомобильные аккумуляторы становятся все дороже и дороже. Иногда средняя батарея стоит около $140, поэтому вы, конечно же, хотите, чтобы она служила максимально долго. Первый способ продлить срок службы аккумулятора – использовать его постоянно. Автомобильные аккумуляторы не такие, как батарея к телефонам. Когда вы используете телефон, батарея разряжается и в итоге полностью садится. Но с автомобильными аккумуляторами все иначе. Они запускают двигатель, но как только двигатель запущен, включается генератор. И генератор начинает заряжать аккумулятор и питать двигатель. Автомобильные аккумуляторы устроены так, чтобы немного разрядиться при запуске, а затем снова зарядиться от генератора. Если аккумулятор просто стоит без использования, он портится сам по себе. Если вы редко используете машину, хорошая идея использовать специальное зарядное устройство. Оно подключается к аккумулятору, дает небольшой поддерживающий заряд и время от времени слегка заряжает его, как бы тренируя аккумулятор, чтобы он оставался в форме. Если вы не пользуетесь машиной, либо используете такое устройство, либо вообще снимайте аккумулятор. Если машина стоит неделями или месяцами, держите аккумулятор на таком устройстве и ставьте обратно, когда будете пользоваться автомобилем. Я лично постоянно использую такое устройство. Когда я проверяю аккумулятор прибором, почти всегда показывает: аккумулятор хороший, но требует подзарядки. Я просто ставлю аккумулятор на зарядку на некоторое время. Если вы редко ездите, периодически подзаряжайте аккумулятор, потому что он слабеет просто от простоя. Следующий способ продлить срок службы аккумулятора — это держать клеммы чистыми, без коррозии и хорошо затянутыми. Потому что коррозия или слабый контакт создают сопротивление, а чем больше сопротивления, тем тяжелее аккумулятору передавать ток. Это называют перегрев отдельных участков, что со временем быстрее изнашивает аккумулятор. Все, что вам нужно, это просто очиститель клемм за копейки. Просто счистите всю коррозию, затем используйте очиститель контактов. Очистите все остатки загрязнений. После того, как все высохнет, нанесите защитный спрей на клеммы аккумулятора. Он предотвращает попадение паров в кислот и защищает от коррозии. Обрабатывайте обе клеммы. Так коррозия не вернется и не будет перегрева из-за плохого контакта, который заставляет аккумулятор работать с перегрузкой и быстрее выходить из строя. Следующий способ — убедиться, что у вас установлен правильный аккумулятор. У аккумуляторов есть характеристики. Например, у этого 830 ампер холодной прокрутки. Это достаточно для этой машины, потому что с завода стоял аккумулятор на 800 ампер. Но так как я езжу немного, мне приходилось менять аккумулятор каждых пару лет. Когда я поставил аккумулятор на 830 ампер, он уже работает 5-й год без замены. Иногда лучше поставить более мощный аккумулятор, чем штатный. Главная задача аккумулятора — запускать двигатель. Для этого нужна большая мощность. После запуска работает генератор. Многие думают: производитель же поставил маленький аккумулятор, значит так надо. Нет, это сделано потому, что так дешевле и немного легче, и дает минимальную экономию топлива. Но основная причина — экономия при производстве. Следующий способ — время от времени проверять генератор, потому что генератор работает вместе с аккумулятором. Если один из них слабый, он портит другой. Если генератор слабый, аккумулятор работает больше и быстрее изнашивается. Если генератор перезаряжает, он может просто сжечь аккумулятор. Генератор вырабатывает переменный ток, который внутри преобразуется в постоянный. Если что-то ломается, он может выдавать слишком высокое напряжение, и это разрушает аккумулятор. Проверка генератора занимает буквально пару минут. Можно даже купить недорогой тестер и проверять самому. Проверяйте аккумулятор и генератор регулярно, потому что на современных автомобилях очень много проблем связано именно с ними. Check engine — плохая работа двигателя, странное поведение, часто причина — слабый аккумулятор или генератор. Современные машины управляются компьютерами, а они очень чувствительны к напряжению. Если оно неправильное, возникают странные неисправности. Проверять уровень электролита. Откройте крышку и посмотрите внутрь. Если пластины покрыты жидкостью, все нормально. Если видны, уровень низкий. Просто долейте дистиллированную воду. В большинство современных аккумуляторов нельзя доливать воду, поскольку они необслуживаемые. Но вода все равно испаряется. Просто медленнее. И когда она испаряется, приходится менять весь аккумулятор. Лучший аккумулятор
аккумуляторы для долгой службы, те, которые можно обслуживать. Но если вы вообще ничего не планируете проверять, лучше брать необслуживаемый. Он прослужит дольше без обслуживания. Если доливаете воду, используйте только дистиллированную. Обычная вода содержит минералы, которые оседают и могут замкнуть аккумулятор. Существует очень много дезинформации о том, как правильно прикуривать эти машины. И это особенно касается BMW серии E60, E61 и E63. И что еще важнее, E65 и E66. Этот метод также подходит для E53, E46, E39 и E38 кузова, потому что все BMW устроены одинаково с точки зрения безопасного запуска. Если вы посмотрите на E53, вы заметите, что аккумулятор находится совсем в другом месте, не под капотом. Не так, как у большинства автомобилей. И причина, по которой BMW прячет аккумулятор, в том, что запускать машину нужно не оттуда. Сегодня я покажу вам, как правильно это делать и какой бустер лучше всего использовать для вашего BMW. Я не рекомендую использовать провода для прикуривания, ни для зарядки, ни для программирования. Мне часто задают вопрос под моими видео, можно ли использовать другую машину, чтобы держать питание при программировании. Сразу отвечу – нет. И, конечно, не используйте обычное зарядное устройство. Итак, давайте перейдем к делу. Это багажник E53 кузова. Как многие знают, на E53, E39, E38, E65, E60, E61 и E63 кузове аккумулятор находится именно здесь. Но чего многие не понимают, машину нельзя запускать от этого аккумулятора. Почему? Потому что в E65, E60, E61 и E63 есть IBS датчик и пиропатрон аккумулятора, как и в E53 кузове. Эта система не предназначена для запуска автомобиля отсюда, но многие все равно делают это, как и на старых машинах. Они забывают, что это BMW, а BMW не запускается с задней части. Немецкая инженерия продумана, и аккумулятор сзади нужен только для замены. Если вы прикуриваете отсюда, вы подаете ток в неправильном направлении через модули, и система не может корректно определить напряжение, а при запуске возникает скачок напряжения, и это может повредить модули. Именно поэтому многие зажигают свои машины, запуская их напрямую от аккумулятора, потому что IBS датчик связан с DME, и из-за этого нельзя запускать машину напрямую от батареи. Теперь смотрим под капот. Здесь есть плюс и минус, специальные клеммы. Именно сюда нужно подключаться. Для запуска, для зарядки, для программирования все здесь. Ток проходит через эти точки. Стартер, блоки управления, модули. И распределяется правильно, чтобы ничего не сгорело. Если запускать от аккумулятора, возникает сильный скачок напряжения, который неправильно распределяется. И это убивает модули и DME. А если запускать отсюда, ток распределяется безопасно и корректно. Многие не знают, что этот кабель соединен с аккумулятором, а также идет к стартеру. И он сделан специально для запуска. Когда вы запускаете машину, вы подаете большой ток. Это создает нагрузку на систему, а для BMW это критично. Поэтому я не рекомендую использовать провода для запуска E65, E60, E61 и E63 кузова. И особенно не используйте другую машину. Многие пытались и пожалели. У людей выходят из строя блоки DME, FRM, GBE, КГМ. Модули не общаются, горит приборка, машина не заводится. КГМ отвечает за распределение питания. Если он поврежден, машина не заведется, и скачок напряжения может убить все. Поэтому я покажу вам правильное устройство. Это бустер Jump Starter. Я настоятельно рекомендую иметь такой, если у вас есть BMW. Провода – плохая идея. BMW часто страдают от разряда аккумулятора. Разные доработки электроники, все это разряжает батарею. И вы можете остаться на дороге. А потом кто-то с Toyota или Mitsubishi дает вам провода, и вы рискуете машиной, потому что они устроены иначе. С этим бустером вы не перепутаете клеммы. Он просто не даст вам ошибиться. Подключаем минус сюда, плюс сюда. Включаем, щелчок, значит подается питание. Это самый безопасный способ, очень быстрый и надежный. Я использовал его на разных BMW, и он никогда не подводил. Он запускает даже V8 и V12. У меня он уже 2 года, и это один из лучших инструментов. Я никогда не использую провода на BMW, только такие устройства, потому что они правильно распределяют ток и не вредят машине. Если у вас проблема с аккумулятором, лучше сразу купить такой бустер и запускать машину правильно. Не слушайте тех, кто говорит запускать от аккумулятора. На E53 вообще сложно добраться до аккумулятора. Нужно снимать пластик, пневму. Это кошмар. Именно поэтому BMW сделали клеммы под капотом. Любой здравый смысл подсказывает. В дорогом немецком авто много электроники, и питание должно распределяться правильно, иначе вы просто спалите систему. Итак, теперь вы знаете, как правильно запускать BMW. Клеммы под капотом сделаны не просто так. BMW хочет, чтобы вы использовали именно их. Вы, в свою очередь, обязаны их использовать. У других производителей аккумулятор спереди.
спереди, чтобы запускать от него. У BMW он сзади, потому что запуск идет спереди. Это немецкая инженерия, продуманная и опережающая время. Если запускать неправильно, вы услышите хлопки, сгорят предохранители, загорятся ошибки, может умереть ДМЕ, машина перестанет заводиться. Спасибо за просмотр, не забывайте поставить лайк и подписаться на канал. До встречи на канале.